Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу еще один рецепт старого советского торта. Сегодня у нас будет торт под названием ленинградский. Все его когда-то покупали и все его когда-то пробовали. Попробуйте его испечь по моему рецепту. Он у всех получится. Рецепт совсем не сложный. Ну что, мои дорогие, начнем? Сегодня мы начинаем приготовление с тестом. Для теста нам нужно будет взять 2 яйца, щепоточка соли. Сюда же добавляем 200 грамм сахара. Ванилин или ванильный сахар, у кого что есть, 1 пакетик или 1 капсула. И все это нам нужно будет взбить. Яйца взбиваем вот до такого состояния. Это все занимает совсем немного времени, мои дорогие. Пол чайной ложечки соды. Нужно будет погасить уксусом. У меня уксус 6%, но можно прекрасно гасить соду и 9% уксусом. Даже соком лимона можно погасить, конечно. Добавляем яйца, перемешиваем. Сюда же добавляю 200 грамм растопленного сливочного масла. Можно, конечно, использовать и маргарин. Духовку включаем разогреваться тут же, сразу, как только начинаем делать тесто, на 180 градусов. И добавляю муку. Здесь у меня ровно 500 грамм муки. Муку я добавляю 2 частями. Всегда. Сейчас я вам покажу, какое тесто у нас должно быть по консистенции. Все, конечно, помните, что торт ленинградский – это песочный торт. Коржи у нас песочные. И вот такое тесто у нас получается. Оно абсолютно не крепкое, оно мягкое. Очень. И за счет масла, конечно, оно к рукам не липнет. Теперь нужно будет тесто разделить на 4 части. Приблизительно, конечно, все части у нас должны быть одинаковые. Делаем 4 шарика. Можно испечь торт и 3 коржами. Но я буду печь торт 4 коржами. Форма у меня 20 на 20 квадратная. Конечно, можно прекрасно испечь этот торт и в круглой форме. Распределяю руками тесто по форме. И отправляю выпекаться. Корж у меня выпекался 12 минут. Главное, не передержите коржи. Как только цвет изменится, тесто уже готово, потому что коржи у нас не толстые, получаются невысокие. Переворачиваем на решетку. И коржи очень-очень хрупкие будут, мои дорогие. На этой же самой бумаге, в этой же самой форме, таким же образом я раскладываю и второй кусочек теста. Таким же образом я выпекла все 4 коржа. И сейчас сделаем крем. Крем, конечно, все помните, что идет крем-шарлотт, настоящий ленинградский торт. Я крем-шарлотт заменила на масляный крем со сгущенкой. Мне этот крем больше нравится, чем крем-шарлотт. Кто хочет сделать крем-шарлотт для этого торта, внизу у меня будет ссылочка на мой крем-шарлотт, на мой рецепт крема-шарлотт. Здесь у меня 250 грамм сливочного масла и 380 грамм сгущенки. Ваниль и не ванильный сахар. Масло, конечно, я немножко взбила и добавляю сгущенку. Сюда же я добавляю 2 полные столовые ложки какао. Немножко перемешаем, потому что если сразу включим миксер, какао разлетится по всей кухне. А потом уже начинаем взбивать. Масло должно быть не холодное и не теплое, а вот именно такой комнатной температуры. Крем взбился. Вот такой крем получается. И начнем собирать торт. Переворачиваем корж, донышко кверху.
приблизительно 4 столовые ложки крема на каждый корж. Распределяю равномерно. Напишите мне, кто пробовал этот торт. Несмотря на то, что коржи песочные и торт песочный, но за счет крема коржи пропитываются очень хорошо, и торт получается очень нежный. Конечно, нужно дать ему пропитаться. Таким же образом заканчиваю все коржи и обмазываю бока. Сейчас, мои дорогие, сделаем глазурь. Конечно, можно сделать глазурь из шоколада, но сегодня я вам сделаю глазурь именно такую, какую я делала всегда. 4 столовые ложки сахара, 2 полные столовые ложки какао и 4 столовые ложки молока нам нужно будет добавить. Вначале перемешиваю сахар с какао хорошенько. И сейчас добавлю молоко. Здесь у меня ровно 4 столовые ложки. Перемешиваю все хорошенько. Нужно будет глазурь довести до кипения и проварить ровно 3 минутки. После того, как закипит, оставляем ровно на 3 минутки. На очень маленьком огне. И добавляем 30 грамм сливочного масла. Перемешиваем хорошенько. Оставляем глазурь, чтобы она чуть-чуть остыла у нас. Здесь у меня 150 грамм арахиса, уже обжаренного. Он у нас пойдет, конечно, на бока. Нужно будет измельчить. Можно в блендере, можно просто порезать. Несколько штучек я оставляю для украшения. Глазурь у меня уже остыла. Я заливаю вверх. А бока орешками. Теперь оставшимся арахисом украсим верх. И вот такой торт у нас получился, мои дорогие. Обязательно нужно дать ему пропитаться всю ночь на столе при комнатной температуре, а потом уже можно класть в холодильник. И посмотрите, какая красота получается. Торт получается очень нежный, несмотря на то, что коржи песочные, с кремом пропитывается очень хорошо. Попробуйте его испечь по моему рецепту. Получится у всех и получится очень-очень вкусно. Всем приятного чаепития. Прощаюсь со всеми. До новых встреч на моей кухне. Всех люблю. Пока-пока.